Здравствуй, дорогой зритель. Я рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжим изучать Overlord The Fellowship of Evil. Вот так вот встанем, чтобы красиво было. Вот. Так ли она плоха, так ли она хороша. В общем, будем изучать, что с ней не так, что с ней так, и вот это вот все. А сегодня у нас на повестке дня, что у нас? Забрать второй осколок с фермы слизней, освободить, собственно, эту ферму слизней и вернуть нашим чудным миньонам. Выясните, что произошло, да. И вернуть нашим миньонам газировку из слизни, а то вон бедолаги прыгают на кухне и пить им нечего. Обновляю статую, вы улучшаете свои специальные атаки. Так, что? Или какую статую? А когда меня этому научат? А как это делать? Ладно. Я думаю, что после того, как мы закончим с этим заданием, вернем второй осколок, подойдем к статуе, посмотрим, что она вообще из себя представляет. Итак, ферма слизней должна быть впереди. Ну или то, что от нее осталось. Впереди, да. И, собственно, и прокачаем статую. Попробуем, не знаю, посмотрим. Вот что написали, что вроде как можно. Но непонятно, можно ли сейчас. Отдайте осколок. Да за что будем? Еще один. Еще. Все. Ладно. Так, ну вот, с полным набором наших кубиков можем отправляться, в принципе. Ага. О нет, что случилось со слизнями? Как отвратительно. Справедливо. Убей его, сожги его, убей его чем-нибудь, просто убей его. Они выглядят так, как будто у них конъюнктивит. Вот если миньоны, походившие по травке, выглядят так, как будто их сделали милыми, то слизни выглядят так, как будто они чем-то болеют. Мне кажется, это не то чтобы очень нормально. Ну реально, смотрите. У них еще и какое-то брюшко, что это с ним не так. Непонятно. В общем, слизням нельзя ходить по траве, им противопоказано солнышко, в принципе. И вообще, какой дурак придумал вот это вот все делать с ними. Они же просто заболеют и умрут. Что? Никогда в детстве не сыпали разработчики, не посыпали слизнев солью и не пытались их поджарить солнышко. Да, звучит по-живодерски. Ну, а куда деваться? Они как бы в большинстве своем довольно неприятные создания, и тебе не хочется видеть их рядом со своим жилищем. Поэтому приходилось идти на такие шаги. Эй, не навреди нашим слизням. Ой, нет, больше нет. Офицерованных прихвостней они должны были выращивать слизней. Их всех забрали. Бедолаги. Жалко на самом деле. Ну вот типа... За что они так с ними? Они же как бы концентрация там чистого зла, вот это вот все, а они с ними вот так вот, без их спросу. Это же несправедливо, как минимум. Как минимум. Вот хотя с другой стороны, мы же не знаем, что на самом деле происходит в голове у этих прихвостней. А вдруг им это все дело нравится на самом-то деле? Ну, то есть они осознали свое истинное я, блин, было неловко. Вот, и хотят быть добрыми, а мы их за это убиваем. Ну, выйди с травы, че ты там, слабо? Давай драться, народ. Меня напрягает эта трава. Которая меня будет, окей. И я-то думал, что сейчас все, что сейчас придется очень долго ждать, пока он вымрет там в травушке, а нет, слава богу.
Нас минуло это несчастье. Так, окей. Лут. Лут. Камушки. Не собрал тот последний. Ну и ладно. Так, собственно. Это напрягает вас, да? Ничего белого не оставлять живых, понял ли? Я говорю, это какой-то, блин, я не ощущаю себя темным лордом. Я прям, блин, посыльный. Чисто всадник бездны какой-то, ну максимум. Вот почти как в Вархаммере. Я не ощущал себя какой-то великой сущностью в Вархаммере. Господи, забыл. Ладно, вспомню, скажу. Вар, что? В общем, та самая чудная игра, где ты играешь за одного из 4 всадников апокалипсиса в каждой из итераций игры. И там ты себя не чувствуешь каким-то прям вот классным. Ты не чувствуешь себя какой-то высшей сущностью, несущей там смерть, разрушение. Какой-то посыльный у пепельного совета. А почему эти какие-то не розовые, а коричневые? Это их новые костюмчики, усиленные версии? Давайте не будем вот это. Ой-ой-ой. Ошибка, понял, осознал, ошибся, все. Меня убили. Нужно было сохранить суперудар на битву вот с этой партией. Да. А, господи. Я не хочу с тобой общаться. Мне нравишься. Так, окей. Сейчас мы вот с этими двумя большими непонятными ребятками разберемся с суперударами, я думаю. Следующую партию мы накромсаем силой Рэгдола, а потом... По нему прошел урон, я не обратил внимания. Вот, а потом снова используем свой суперудар, потому что, ну, как бы... А почему нет? Ой, улетел. Шикарно. Так. Где? Давайте. Да. Шли вон, уродцы. Вы больше... не мои прихвостни. Вы что-то иное, что мне не очень-то и нравится. Чего не лезут обниматься? Я помню, как было классно, там, вот, в первой части чувствовал над ними доминацию, а тут вот эти вот обнимающиеся уродцы. А вот ты уходи. И ты пошел вон. Сбрасываемся в бездну. Не очень уж мне нравятся здесь вот эти вот оранжевые оппоненты. Они какие-то непонятные, и ты вроде как можешь отражать их урон, но он обратно в них не летит. То есть он как бы блокировал и все. И вообще, ну, что-то такое. Довольно неясно получается, как с ними бороться более эффективно, кроме как вот этим суперударом. О, похоже, вы успели как раз вовремя. За слизняка до обед. Блин, бегите! Не успею. Что жалко. Нет, ну ты-то куда? Так-то лучше, теперь все пушистые. Конъюнктивитные слизни не могут быть. Вы видели, он розовый. А почему в катсценке он стал розовым? А в игре они конъюнктивитные, а не розовые. Возможно, какие-то проблемы с цветопередачей. Не знаю. Или с источниками света, наверное. Игра вроде как сделана на Unity. Может, просто разработчики не разобрались, как здесь работать со светом. Я понял. Пошли вон. Так, давайте призовем всех наших ребятушек. Полечимся. Синие миньоны нам в этом помогут. Ну и все, и собственно под их защитой я как бы не уязвим. Я прям вот ощущаю, что их не зря прокачал, хотя
так становится, ну прям что вообще не знаю, как-то беспонтово файтить с этими ребятками. Нужно встать так, чтобы они залезли внутрь меня. Как-то раз у меня это получалось сделать. И после этого их никто не мог даже пальцем тронуть. Я был просто великолепен в бою. Мало того, что владею силой рэгдолла, так еще и неуязвим. Они щитом блочат 100% урона. Да? Я правильно понимаю? Ой. И как мне с ним бороться? Крысить в спину, пока бурой бьет его. Ну или давать бурами убить. Так, как мне быть вот с этим? Что это? Большая мать слизней. Как мне быть с большой матерью слизней? Это типа босс? Или нет? Почему у них такие странные хп-бары? Не. Так, ты умер? Умер. Большая мать слизней. Ладно, чуть побегаем по травке, чтобы тебя добить. Бля, еще и шумная такая, ужас. Ага. Ну, видимо, не босс. Я вон вижу впереди еще одну. А как? А как? Что, мне предлагаете ходить по траве? Не пойду. Так, получается, прессуем мать слизней. В этой чудесной игре, если месить противника силой рэгдолла, то он тебе, в принципе, ничего не может сделать. Это, конечно, плохо, но учитывая то, что в боевой системе этой игры нету интересных моментов ровно 0, они отсутствуют. Нету никаких там взаимодействий с противником, тебе ни контратак, ни парирования, ничего. Всего одна суперспособность и 2 варианта удара. Ну, плюс блок, конечно, который как бы вроде и блок, а вроде вот он какой-то очень непонятный. То сила рэгдолла как бы освобождает тебя от обязательств перед этой неинтересной боевкой. Ну иди. Становится чуть лучше. Ау! Я же переходил через эту стену пешком. В принципе, трава наносит не то чтобы очень много урона, и я готов пожертвовать этим хп, учитывая, что у меня есть 4 синих слизня. Ой, слизня. Все, эти конъюнктивитные уроды теперь у меня в голове. Вот, 4 синих прихвостня, с которыми я полечу. А нет никакого там, не знаю, какой способности магнетизма, чтобы притягивать шарики с травы и вот этим вот дерьмом не заниматься. Окей, все 18 трофеев. 19. Ну как-то грустно. И я не очень понимаю вот из этих 19 трофеев, когда мне начнут падать классные кубики для того, чтобы... Да, классные кубики для того, чтобы купить новый меч. Хотелось бы его посмотреть. В принципе, кроме как ну, новый меч, больше тут ничего особо и не хочется. Вы что, шутите? Я, конечно, все понимаю, вы очень сильно хотели принести мне... А почему сейчас вы не хотите их принести? О, господи. Ладно, у них в большинстве случаев какой-то довольно поломанный роутинг. Но это проблема, которую мы изучили еще в прошлый раз. Я не помню, говорил я, жаловался или нет, куда делась способность, собственно, перемещения юнитов, да, почему я не могу больше им говорить своим миньонам, куда им идти. То есть, в принципе, кривой роутинг у них был и в предыдущих частях, но там это компенсировалось тем, что я мог управлять непосредственно миньонами, и они как бы шли, ну, хотя бы отчасти туда, куда мне нужно.
А давайте просто призовем всех, чтобы его побыстрее убить, он мне не нравится. Я не очень понимаю, как правильно с ним бороться. Эти грязные дошли, испортили их. Мы прибыли администратор радуг. Ага. Они не слишком заинтересованы в слизнях. Интересно, почему? Ну, возможно, потому что как бы они не хотят их пить, как мы. Они не делают из них пойло. А зачем они тогда их превратили в конъюнктивитных уродов розовых? За что? Ну типа, блин, это же несправедливо по отношению к слизням. И кто-нибудь вообще спросил, хотят ли они быть таковыми, включая того, что вы не возьмете их в свою новую империю. Он застрял в текстурке и умер. Вот мне что нравится, что тут, когда NPC застревают в текстуре, они сразу умирают и не создают тебе лишних проблем. Пошли вон. Он их на удар убивает. Умри. Так, окей. Не, ну как бы в принципе. Ой-ой-ой. Не туда сделал суперудар свой. Ну да ладно. Так. Красные маги. Я так рад, что они застряли. Потому что, в принципе, любые вражеские маги здесь, они очень сильно напрягают. Они прям вот бесят. Вот да, вот у меня есть щит. Кстати, щит блочит, но не блочит, так блочит урон по мне. У меня есть щит, которым я как бы могу отражать их удары обратно, но как бы не наношу им этим урона. И зачем? То есть смысл тогда, в принципе, отражать их удары обратно. То есть суть механики как бы теряется. Тогда, ну, проще было бы просто разбивать этот проджектайл щитом. Чувствуется, как будто вот, ну, в последний момент добавляли вот эти вот приколы с щитами и прочим. Потому что, ну, они явно сыроваты. И вроде как, если вот их бы доделать, то было бы классно. Вот чуть-чуть докрутить. Вот что вот для начала, да, чтобы хотя бы проджектайлы можно было щитом отражать. И это было бы уже неплохо. Ну, то есть, как бы, появился бы смысл в этом щите. Так ты им просто блокируешь ловушки и все. Ну и можешь заблочить суператаку. Ну, вообще, в принципе, любую атаку. Но нет смысла в блокировке этих атак, когда ты можешь делать вот так, и враги будут падать куколками на землю и не мочь ничего тебе сделать. То есть, и я не знаю, то ли, может быть, их поторапливать начал издатель и сказал, плевать, выпускаем так, то ли они не придумали, как это реализовать, не очень понятно. Но ведь можно было сделать боевку гораздо интереснее. Что это такое? А вот это я могу блочить? Ага, я понял. Все. Буллинг пиками. Цветочки, Plants vs зомби, буллинг пиками. Что еще? Что дальше? А что, опять дракон? В прошлый раз меня дракон булил такими пиками. Опа-на. Это что такое? И что это? Ну, показали. Я могу пойти сюда. И... там закрыто, туда куда-то далеко ведет дорожка. Ладно, давайте пойдем наверх, посмотрим, что это такое. Кнопочка. Встал на кнопочку. Открылись ворота. Это какая-то загадка, да? Да. Ну вот, все предыдущие загадки, вплоть до вот этой, были вообще ничуть не загадочными, а просто беготней для затягивания времени. Я надеюсь, что хотя бы это будет... ну, то есть, нужно будет подумать. Собственно, будет сама загадка, как бы. Окей, наступил. Наступил. И что? Наверное, стоило... все, я понял. Ну, возможно, стоит запомнить порядок. Так,
наверное, справа налево. Хотя, с другой стороны, читаем, ведь мы слева направо. Ладно. Ананас. Что это? Ваза. Солнышко. Победа. Ананас, ваза, солнышко, победа. Не получится в таком порядке, пойдем обратно. Так, спускаемся. Что у нас тут так? Ананас, ваза, солнышко, победа. Нет. Давайте в обратном порядке. Победа, солнышко, ваза, ананас. Все гениально просто. Ну вот, хоть какой-то элемент загадки на самом деле. Потому что предыдущие итерации из-за загадочности были такими, типа, что просто походи. Просто походи. То есть, как бы ты там даже не требовалось чего-то. То есть ты просто ходил от точки к точке и все. Ты реально все. Ты больше ни хера не делал. Дайте мне больше. Куда ты бежишь? Лечи меня, уродец синий. У тебя вот что тут? Блядь. Ну что ж. Дурак, да, дурак. Ну бывает. Бывает. Так, у нас опустились вот эти ворота. Те ворота закрыты. Есть проход сюда. Все прихвостни, конечно же, умерли здесь. Ну, всех их и убьем. Окей, синие ребятки. Shift, что там, Shift 2. Иди. Иди. Наступил. Так. Окей, открыли ворота дальше. Добили бедолагу, чтобы не мучился. Ага, у нас открылся еще путь наверх. Окей, а ну-ка давайте посмотрим, что это за путь наверх. Путь наверх. Это переход, да, сюда. Так, тут у нас что? Тут у нас сундучки. Как пройти к сундучкам? Возможно решить очень сложную загадку с красными прихвостнями. Давай, брать. Открыл ворота. Очень сложная загадка решена. Сундучки получены. А, из сундучков добываются штуки для получения нового оружия, видимо. Так, ладно. А все остальное где? Я думаю, что в принципе, походу, будет уже более понятно. Так, назад. Это какой-то конверт, который точно не скажет добро пожаловать в ваш замечательный новый дом. Ля, овечка, бедная овечка. А вперед к столу безответной, то есть я имел в виду... Эй, это наша природная мерзость. Смотрите, зла стремится мешать нашим благородным поискам. Поискам чего? Заставляешь овцу крутить конвейер. Она тебе не хомяк. Ее жалко. Наверное. Ладно, хомяков тоже жалко, в принципе. Но у них судьба такая. Крутить колесо. А я могу сломать этот конвейер? Остановить его там, не знаю. Упаковаться в коробку. А ну-ка. Так, мы уже точно знаем, что все, что не истинно то дозволено, да? А нет, он не может залезть по лестнице. Жаль. Не, ну коробка, конечно, такая, ля. Это вот Company, CJ Company, надо будет их наказать за вот эти вот все вот коммерческие проделки у нас в бизнесе. Кто им вообще позволил этим заниматься? Так, окей, это по всей видимости босс. Ну, выглядит как босс. Ощущение такое же примерно, как когда я встретил тех двух огров. И я-то думал, сейчас будет страшный босс-файт и все, но выглядят все босс-файты в этой игре примерно вот так вот. Возможно, это, ну, только в прологе так. Хотя, учитывая то, что, ну, общую непродуманность механик уже на этапе пролога, я думаю, что дальнейшие части очень скомканные будут в принципе, и, ну, как бы,
не сильно спасут ситуацию. Хотя я могу ошибаться. Да. В любом случае, я уверен, что в эту игру безумно интересно играть вместе с кем-то, вместе с друзьями. Потому что, ну, блин, она генерирует множество тупых ситуаций за счет того, что не везде есть условные невидимые стены, где хотелось бы их видеть, да. И это как бы намекает на то, что можно повытворять всякое разное, да, для начала. Это, во-первых, большая мать слизней, а прошлые были маленькие или нет. Вот. А во-вторых, ну как бы, блин, Рэгдолл это еще больше приукрасит, да, все эти моменты. Ну и как вишенка на торте, даже самые дерьмовые игры в компании друзей, они как бы интереснее. А игра, генерирующая столько тупых ситуаций, вы видели, да? Как он вот там, он упал за пределы локации и умер. Я придумал гениальную тактику. Я могу сейчас бесконечно спавнить прихвостней и просто драться на вот этой вот штуке для призыва прихвостней. Так вот, игры, да, генерирующие бесконечное число тупейших просто ситуаций, они как бы вдвойне круты в компании друзей. То есть, типа, мобы, застрявшие в текстурах, вот, ну, как бы, будет весело. Я недавно сидел, разглядывал Баротрауну, игра про подводную лодку, где ты управляешь подводной лодкой силами рэгдольных фигурок. Но тут ты дерешься против рэгдольных фигурок, поэтому может быть просто Overlord The Fellowship of Evil вышла не в то время, да, то есть вот вышла бы она в 21 году, она бы взяла игру года, это явно. Слишком много дерьмовых игр было. И как бы да. Тут нету чертовой травы и прихвати мне сейчас как наприносят трофеев, да. Вы же наприносите мне трофеев. Сейчас мы с вами насобираем, ребятушки. Давайте. Пошли. Подбираем все. Ну, в принципе, окей. Что насобирали 50 трофеев, не то чтобы много, но опять же хоть что-то. Я не знаю, стоит ли нам ломать эти ящики, но может быть в этом есть какой-то смысл. Как бы в прошлых частях обычно в мусоре было новое, да, обмундирование для прихвостней, а сейчас как бы у них из обмундирования только кастомайз, который ты за единорожьи монетки покупаешь, и вот как бы не очень-то и понятно, зачем я этим сейчас занимался, подводя, так сказать, логическую черту под этим, но будем знать. В любом случае, они же зачем-то бегут это ломать, причем бегут они автоматически, прям вот, ну как бы явно. Ну то есть, если я как бы просто прохожу по центру, эта штука меня даже не бьет, да? Господи, а куда? Ага, подбираем вот эти штуки. Буллинг от цветов терпим. Мне все-таки интересно хоть раз попробовать взять, да, как бы, и пройти вот это вот испытание на время беготни. О, финиш, и мы успеваем. Может реально что-то дадут? Дали какую-то один штуку успешно. Я, по-моему, уже проходили один раз. И вот эту, собственно, штуку получали. Нахрена она непонятно. Возможно, это жизнь. Назад, не позволяйте пробыть себе мозги. Ох, идите, испоганьте все это, изуродуйте. Да, изнутри. Что-то там. В принципе, запудрить мозги. Это вы нам пудрите мозги, ребятки, своими вот этими вот травкой вот этой вот зеленой, как бы, да? А мы не поддерживаем вашей эльфийской наркомании. Мы здоровые люди. Мы, блядь, в России живем, между прочим. У нас за такое и посадить могут.
Не то, что в этих ваших Голландиях эльфийских. Мне так нравится сбивать у Понимаза, они такие, здесь как бы он замахивается. Вот и не очень понятные анимации, к слову, у большинства юнитов, да? Возможно, это тоже плохо. С другой стороны, как бы у юнитов, которые носят самый большой урон, анимации вполне себе понятные. И плюс ко всему они очень медленные, что позволяет их как бы доджить без особых проблем. Умри. Вот. И ну, я бы не сказал, что это прям проблема, на самом деле. Мне кажется, что в играх подобного, да, жанра, там, то есть, типа всяких торчлайтов и прочих там, диаблоидов, не так-то и важны анимации рядовых юнитов. Нет, вообще, на самом деле, важны в том случае, если в игре есть условный хардкор мод. Да, но, как бы, а если его нету, то, как бы, и смысла в этом, я считаю, нету. Ведь правильно. Очень маленький, по-моему, шанс на этот, на то, чтобы... Да, это что, серьезно? Очень маленький шанс на то, чтобы поджечь врагов своим мечом. Что, ты пошел ломать заборы, вместо того, чтобы принести мне мои трофеи? Вот прям критически не хватает возможности управлять ими непосредственно самому. Потому что у них прям безумно тупой искусственный интеллект. Они прям... Это считается как трофей? Слушайте, а вот если там есть ачивка, да, как бы за трофей, то я, кажется, нашел способ, как ее получить. Там, не знаю, условно, соберите 500 трофеев за один заход. И все, и победа. Прям сходу. И без каких-либо проблем и заморочек. Так, ну это уже все лирика. О, это, кажется, конец. Коробки, коробки, коробки. А где? Ага, вот эта дорога ведет в Летовиль. Быстрее следуйте за ними. Идем, идем в Летовиль. А я могу его не убивать, допустим, а просто... Ну, мне же нет смысла. Хотя, возможно, будут какие-то трофеи. Ладно, возможно, в этом есть смысл. Так, давайте. Куда? Что это было? Они просто побежали куда-то вдали, взорвались. Трофеи не дадут. Ладно, грустно. Идем забирать второй осколок бездны в Летовиль. Или что? Или мы сейчас вернемся обратно? Я надеюсь, мы сразу попадем в Летовиль. Та-та-та. О, господи, как же громко. Бра! Одобряю, одобряю, одобряю. Отклоняю. Да зашел слизни. Они что, из них сухарят? Фу, ну, типа... За что? Не... Просто эти люди бездушные твари. Я вот что могу сказать. Это пойло для единорогов? То есть мы зло, да? Мы зло. Мы этих слизней доем, собираем их слизнь, делаем из этого газировку, а их просто в чан и варить. И кто злой и жестокий? Это Летовиль. Ужасный, не правда ли? К сожалению, наша школа где-то здесь, так что поищите его, даже если придется устроить бойню. Не, ну после того, что они сделали с моими слизнями, я готов устроить бойню. За что? Они ж, блин, бедные, невинные слизнячки. Жалко. Летовиль. Прям вот первая локация с первого оверлорда. Ощущение такое, что даже уровень освещенности примерно такой, хотя там, по-моему, было поярче.
в любом случае локация какая-то немножко ностальгическая, да, собранная на страшных ассетах. Там домики, по-моему, были посимпатичнее, хотя, может быть, где вот ностальгические нотки играют во мне и рисуют более красочную картину, чем она была на самом деле, но все же я считаю, что, как бы, по-моему, все было поцивильнее. Так, ну мы можем смотреть сразу, что в домах, как бы даже особо не входя в них. Это очень приятно. Слушай, а мы... А нет, ну мы, наверное, не можем. А если я, ну вот, с шифта просто прицелюсь, никакой цели не появляется, да? Ну, то есть дом мы сломать этот не сможем, как... Собственно, это можно было в предыдущих... Эти тупые крысы. Вау, кажется, они начали без нас. Самое время появиться. Да, праздник. А кто не пригласил темного лорда на праздник? Вы что, забыли, как хорошо было, когда вами правил темный лорд? Дорогой слизни, вот так они использовали их. Но почему? Чтобы есть? Ну или потому, что они ненавидят слизней. Хочу убивать. Так, давайте, ребятушки, колхозниц выкашиваем тут. Устраиваем хаос в деревне, мстим за сваренных слизней. Ну, это как бы уже ни в какие ворота не лезет, на самом деле. Это слишком подло. Так, давайте, все. Давай. Побежали. Деревенщин убиваем. Ну что вы устроили? Ай, ладно. Так. Это можно сломать? Нет, но они зачем-то хотят все побежать сюда. Так, в теории, конечно, спасибо всем за присутствие на праздновании победы над ордами Сияющего Судьи. Вот. Розыгрыш призов по случаю прекрасных выходных в Глухоморье пройдет в ближайшее время. Не будет у тебя призов, братан. А с каких пор эльфы с колхозниками друзья? Помнится мне, что эльфы в предыдущих итерациях игры были совсем не дружны с остальными народами. Особенно с дворфами. Собственно, как бы и в выпиленном мною, да, так сказать, описании первых 4 героев, да, которые у нас присутствуют в этой игре, рассказывалось о том, что 2 персонажа из 4 это эльф и дворф, которые убили друг друга. Зря я, собственно, кажется, призвал так рано прихвостней, да, которые, собственно, перебили друг друга, и все, и ты можешь воскресить одного из них. Ну, там, прошу прощения, в этой, да, так сказать, части не увидели, просто потому что Кодмастер наложил на этот ролик авторские права и сказал: нет, не будет этого у тебя в ролике. Я сказал: ладно, придется удалить. Экспозицию персонажей мы потеряли, но самое главное, мы знаем, что там 2 злые дворфа с эльфом и... Да, все, ну хватит. Я не хочу больше на это смотреть. Он еще и машет флажком. Бедный конъюнктивитный слизни. Вот. Баба, которую сожрали тролли, это, собственно, я. Наш персонаж. Овечку убиваем. Они больше не дают души. Поэтому они нам не нужны. Кстати, а если ее... Если бы она подожглась ударом моего меча, как в прошлых частях, она бы взорвалась? Вопрос. Вот. Так, ну что ж. И кто там еще был? Ну еще была некроманша, которая там пыталась совершить самый злой в мире ритуал, но что-то пошло не так, и она как бы отошла в мир иной, к сожалению. Зеленые прихвостни атакуют колхозника.
Вместо того, чтобы бить боссов и тех, кто представляет хоть какую-то угрозу для нас. Прекрасно. Великолепно, я бы сказал. Устраиваем весело. Да, весело. Мне кажется, что вот эта игра идеальна для того, чтобы играть с друзьями. Возможно, конечно, на старте у нее было очень много технических, да, моментиков, назовем это так, которые были крайне плохо реализованы, и поэтому она получила на старте такие плохие оценки. Но как бы в плане эмоций хороших, зачем мы, собственно, в игры приходим, мне кажется, что она достаточно принесет их. О, господи. Так. Путь к прихвостням нам закрыли вроде как. Давайте добьем мага. И синие прихвостни. Прекрасно. Что получается? Добиваем вот этого молодого красивого. Давай. Давай, да. Давай, ребятушек. Ты как бы все. Справляешься мироной. Наверное, может быть, стоило вообще в принципе прихвостни оставить, да, для того, чтобы потом собирать кучу лута. С другой стороны, в бою они прям очень хорошо помогают. До сих пор. Вроде как. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что без них бы я бы как будто бы очень долго со всем этим справлялся. А тут пришли они, и все сразу стало хорошо. Так, вернитесь через портал. Ну то есть мы просто тут шухеру навели. То есть это как бы был босс-файт, да? Или нет? Что это за... А вот осколок. Похоже, это все еще правосудие дошло его первым. И не защищает его с помощью каких-то странных устройств. Вы должны зарядить осколки злой энергии рядом с ними. Так, ладно, пойдем заряжать. Ну, я думаю, что злой энергией, в смысле... урод, пошли. Будешь умирать здесь. Будем заряжать осколок. Не факт, что как бы в принципе расстояние до осколка как-то влияет на это дело, но мы убьем этого уродца из сияющего правосудия. Все, давай. Умер. Осколок не зарядился. Окей. Это не ломается. Если я щитом сюда подхожу, я как бы разомкнул цепь. Похоже, это оружие использует силу Голдена. Бедняжка, каждый уже из себя прихвостнем мечтает это съесть. Окей. Возвращайтесь в склеп, и мы выясним, что будем делать дальше. К порталу. Но я же могу, типа... Не, он не прерывается, да? Ну, я вроде как прерываю, но как-то не очень. Окей, ладно. Возвращаемся в башню. Возможно, там сейчас Рикет, наша рукодельница. Кто продолжает играть музыку? Я вам тут банкет сломал. Жалко слизни на самом деле. Ну, то есть, типа... Что это было? Почему не все умерли? Очень жестоко, по-моему, что-то только что случилось. Что-то очень жестокое только что случилось. Так вот, очень жалко их-то вот, слизней, потому что... А за что их сварили? Я понимаю, они мерзкие, но с другой-то стороны, они могли жить, они просто взяли и сварили.
Ля портал. Портал кайф. Вот это вот порталы из первых частей. Вот это я понимаю. Вот это вот отсылки, да, так сказать, к первым частям. Вот теперь чувствуется душа Оверлорда, на самом деле. Возможно, проблема вся была в том, что мы ходили как бы по бездне, и ты не ощущал своей величественности, того, что ты не несешь длань. Обычно просто сосредоточены наверное, снятие котят с деревьев и переводом старушек через дорогу. Их обычно не видно в адской бездне. Тем более, что Дребля продала нашу последнюю старушку на органы до прошлой недели, что касается котят. Лучше не говоря о плохом, но мы не можем позволить им сохранять этот осколок. Несколько случайных актов жестокости и зверства должны заполнить его. Это должно преподнести им. Это заголовок, да. Но будьте осторожны, хоть у местных жителей и пудинг вместо мозгов, они могут довольно быстро взять вилы и горящие факелы. Обычно это начало хорошей ночи. Вы еще и достаточно сильны, так что не навлекайте на себя слишком много сердитых толп. Проверьте карту и зарядите осколок. Мы не хотели бы оказаться беспомощными, не так ли? Справедливо. Я бы не хотел оказаться беспомощным. Поэтому для начала я предлагаю посмотреть. У нас хватает денег на новый меч, новое орудие. Выбор не такой, не то чтобы очень большой. Здесь шансом украсть здоровье. Шокировать врагов при нанесении удара. Шокирующий горбыль. А то, что я их как бы рэгдолом ранее на землю, это не считается. Отравляющий меч. Мне кажется, что отравляющий меч не будет не то чтобы очень сильно отличаться от нашего огненного меча. Случайных прихвостня каждые несколько секунд враги, пораженные этим оружием, подвергаются насмешкам. А давайте, ну так порофлить как бы. Что за приколы? В смысле подвергаются насмешкам? Давайте просто будем насмехаться над оппонентами. Выглядит он, конечно, хуже, чем то, что было у нас. Возможно, именно поэтому враги и будут подвергаться насмешкам. Наша чудесная штучка собирается по осколочкам. А денежки-то копятся, я так понимаю, вот это вот то, что я насобирал, потому что по ощущениям изначально тут не было столько денег. Так, окей, мы хотели посмотреть статую. Нашу статую. Великое зло. Ох ты ж, вот куда тратится это все. Ваша злая мощь будет расти, увеличивая здоровье и силу. Прекрасно. Так, ваши тяжелые атаки будут бить врагов в 2 раза дальше. Великолепно. Ваша злая мощь будет расти, увеличивая здоровье и силу. Повторяешься. Да. Быстродействие защиты. Вы будете двигаться без повреждений при использовании щита. Что? Будете двигаться без повреждений при использовании щита. Не понял. Ну ладно. Ну и как раз вот нам на еще одну последнюю штучку хватает. Ваша злая мощь будет расти, увеличивая... Да, опять. Зато у нас теперь очень сильная статуя, кстати. Стильная. Смотри, прям. Секс. Не такой секс, конечно, как я выгляжу. На самом деле. Но все же. И что у нас осталось? У нас тут осталось, в принципе, 4 штучки и все. Персонаж типа полностью прокачан. К слову, вопрос. Вот стоят тут 4 гроба. Это на тот случай, если я лох как бы и умру, или я могу поменять персонажа прям во время? Не могу. Это, наверное, для мультиплеерной партии, да, когда ты играешь с друзьяшками, чтобы, ну, как бы все могли прокачиваться. Там вместо гробов также будут стоять статуи, каждый просто подходит к своей. А одни решили сделать, мне, видимо, так. Что это осталось? Коса бездны. Ваша огненная коса будет наносить значительно больше урона. Щит инферны всегда будет отражать вражеские снаряды. Да. Стану более классным. Ваша атака косой сможет поджигать врагов. Великолепно, конечно же. Но мне писали, что там какие-то новые способности. Что-то вот там туда-сюда.
Ну, возможно, трудности перевода какие-то случились, и на самом деле нас это не ждет. Хотя, может быть, мы дальше с этим и столкнемся, с тем, что как бы сможем что прокачивать. 172 штучки, это, по-моему, те самые штучки, которыми прихвостней качать. Так, давайте посмотрим, что мы можем купить из одежки для прихвостней. Из одежки, что тут, что тут, что тут? Ну, это что это такое? Ну, оденем вот это, вдруг они, розовые упыри, начнут принимать наших за своих и не будут их трогать, да? Закупимся, так сказать, маскировочной вещью. И вот это и тоже ради маскировочки. Я предлагаю переодеть, собственно, кого? Переодеть вот этих вот ребят, потому что... Ну а чё они в аквалангах ходят? Пусть ходят вот так. А вот этих вот ребят вот в это, и все, и как бы никто даже не заподозрит, что это прихвостни. Правильно, правильно. Так, у нас есть ресурсы, я так понимаю, для того, чтобы прокачать наших прихвостней. 172, да, жетончика. И я предлагаю прокачать синих. Слабы в бою, но их целебные способности. Хотя, с другой стороны, в принципе, лечат-то они неплохо. А вот зеленые, пропадающие после первой же атаки, это плохо. И я предлагаю прокачать все-таки, наверное, зеленых, потому что мы там с вами видели в прошлых сериях, что как бы, ну, можно сделать так, чтобы не пропадали после первой же атаки. И непонятно, будут ли они делать две атаки, да, конечно. Выносливо. Зеленый теперь будет находиться вокруг после их первой атаки, а атаковать других врагов. Да, вот, исчезнут ли они после второй атаки, непонятно, но смотрим. Так, а что, сколько оно стоило? 140 я потратил, а следующий апгрейд 50. Ваши зеленые будут наносить больше урона в битве. Я предлагаю вложиться в прокачку зеленых. А, можно было не бегать все это время? То есть можно... Ладно. Красных мне не хочется прокачивать, потому что они при использовании их, да, в бою, они куда-то убегают, там в край карты разбиваются об экран и умирают. И непонятно вообще зачем. Эти приколы. Так, ну... В принципе, что мы? Мы сделали все, что могли, да, прокачали все, что могли. Давайте посмотрим. Это мы перешли в первый акт. Пролог мы полностью закончили, получается. Великолепно. Вот очистить вот это скверное все как-нибудь, но я думаю, что сама уползет. А тем временем первый акт начался. Мы великолепно, мы молодцы, собираем второй осколок бездны, и я думаю, что на этом стоит закончить сейчас эту серию. Поэтому все ссылочки, куда можно подписаться и потыкаться, в описании к ролику. А ты, мой дорогой зритель, будь здоров, будь счастлив, не болей, времена сейчас тяжелые, поэтому просто будь собой. И пусть у тебя все будет хорошо. А также, пожалуйста, поставь лайк. Если хочешь, можешь распространить это видео там у друзей, там репостиком, да, туда-сюда. Сделать комментарий, написать можешь тоже. Колокольчик поставить. Если не подписан, подпишись. Всем же будет классно. С тобой был Гример. Удачи и до скорых встреч.